Здравствуйте, мои дорогие! Многие из вас, увидев такое количество лука, ужаснутся. Боже, что она собралась сделать из лука? Тем не менее, когда-то перед Новым годом я показывала рецепт похмельной солянки с луком. Там основной ингредиент был лук, и многим из вас это понравилось. Сегодня все гораздо интереснее. Сегодня мы будем делать так называемые еврейские голубцы. Это мы называем здесь бацалим. Бацаль – это лук. Бацалим типа фаршированного лука. Сейчас я вам все покажу, что мы будем делать. Прежде всего, нам нужен фарш, нам нужен рис, нам нужен лук. Это основные продукты. Рис промываем и заливаем горячей водой, пусть себе стоит, а лук почистим. И обратите внимание, чищу я лук таким образом, чтобы корешки полностью удалить с луковицы. Нам они будут только мешать в этой ситуации. Ну что ж, лук почистили, помыли. Дальше мне нужно его подготовить. Итак, что нам нужно сделать? Это разрезать луковицу ровно до середины. Каждую луковицу надрезать до середины. Я надрезала 5 луковиц и закрутила их в пищевую пленку. Для чего лук нужно просто-напросто подготовить? Для этого микроволновая печь, примерно 7 минут он у меня будет запекаться прямо в этой пищевой пленке. И пока лук подготавливается, мы сделаем все для фарша. Фарш как на голубцы, как на фаршированные перцы, в общем, так, как вы любите. Как делаю это я в данном случае? Значит, у меня осталась одна луковичка. Я ее мелко порежу в фарш. Кстати, в это блюдо я предпочитаю на самом деле не лук, а, как где-то уже показывала, вместо лука добавить сюда яблочное пюре. Знаете, продается в магазинах. Ну, самое обычное яблочное пюре, то есть не стесняйтесь, можете брать. И как замена лука прекрасно это все подойдет. Я думала, что у меня есть дома, оказалось, что нет, но не страшно. Будем с луком, без яблочного пюре. Кто-то морковь натирает, кто-то обжаривает лук для этого блюда. То есть на самом деле так, как вам больше нравится, вариаций масса. Я показываю самый такой простецкий вариант, но с некой изюминкой. Значит, лук я сюда отправила. Дальше я люблю сюда добавить кедровые орешки в этот фарш. Очень интересно, много не надо, но буквально небольшую вот ладонь кедровых орешков. Конечно же, соль и перец. Хотите, любите добавлять какие-то другие приправы, добавляйте другие приправы. Можете добавить паприку, можете добавить какую-то острую приправу. Можете добавить каких-то грузинских специй. Вообще все, что угодно. И вместе с орешками я сюда добавлю еще кинзу. Есть у меня кинза, немного нарежу. Меленько, не переборщите, то есть здесь она должна просто немного появиться, но не быть доминантной. То есть это совсем нам не нужно. При этом нет у вас кинзы, не любите кинзу, да не добавляйте. Хотите, добавьте зеленый лук. Хотите, добавьте, я не знаю, там петрушку. Хотите, добавьте укроп. То есть здесь опять-таки то, что вы любите и как вы любите. Я люблю кинзу. Значит, что еще? Да, забыла. Можно добавить томатную пасту или томатный соус. У меня есть. Вот у меня есть пол-баночки такого томатного соуса. Я его тоже сюда отправлю. Там, где есть томат, обязательно добавляем немного сладости. Чуть-чуть сахарного песка. Буквально там
чайная ложка. Что еще? Конечно же, рис, друзья мои. Значит, рис у меня запарился, в нем есть немного воды. Если у вас фарш жирный, то тогда эту воду обязательно слейте. У меня фарш такой очень постный, в нем практически нет жира, поэтому я добавлю этот рис и немного этой же воды, в которой рис запаривался. Если будет мало, добавлю воды еще. То есть я пока не лью, но и воду вот эту, которая из-под риса, я ее не выливаю. Просто выбрала рис в миску. Что, осталось замесить фарш. Он уже мне вкусно пахнет. Хотите, можете чесночок добавить. То есть все, что вашей душе угодно. Вот такой фарш достаточно жидкий получается. Я, если честно, пробую на специи сама. Вот смотрите, воду я больше добавлять не буду. Фарш такой очень мягкий. Единственное, что я добавлю, пожадничала я, конечно, кедровых орешков. Добавлю немного еще. Они очень вкусные, когда с мясом. Такая классная добавка. Здесь в Израиле очень часто делают кебабы с кедровыми орешками. Как-нибудь попробуйте. Это очень и очень вкусно. И вот я вытащила из микроволновки лук. Посмотрите, видите, он раскрылся. Я пока не вытаскиваю его из пищевой пленки. Хочу, чтобы он остыл и пропарился именно в таком состоянии. На это уйдет минут 15. И вот здесь, друзья мои, пока лук у меня отдыхает, пока остывает, очень горячий, начинается самое интересное. Мы с вами будем готовить соус. Соус, в котором это все будет тушиться. Эти голубцы, они без воды, они как бы сухие, но соус присутствует. Итак, не пугайтесь, у меня много, но я все расскажу. Наверное, 3 столовые ложки паприки. Сладкой паприки я отправляю в миску. Сразу по сухим ингредиентам. Обязательно соль. Где-то пол столовой ложки пока добавлю. Черный перец. Я люблю крупного помола, можете взять мелкого помола. Тоже примерно пол столовой ложки. Перец острый. Красный острый перец. Хотите, добавляйте, хотите, нет. Я вам показываю то, как это делаю я. Те, кто живет в Израиле, знаете, сюда в этот соус принято добавлять такую смесь. Она называется бахарат. Продается в супермаркетах, в отделах специй. Посмотрите, интересная такая специя, немножко специфическая. Но если к ней привыкнуть, очень даже ничего. Оливковое масло. Хорошо закрыла. Наливаю сюда оливковое масло. Я думаю, что ложек 5. И гранатовый соус. Значит, если у вас нет гранатового соуса, возьмите какую-то сладость, какое-то варенье и добавьте лимонной кислоты. Вот кислинка, которая есть в гранатовом соусе, она здесь просто необходима. Все это перемешиваю. Посмотрите, какая богатая смесь у меня получается. И сейчас буду пробовать подсластить, подкислить, еще что-то. Соус должен получиться такой пряно-остро-кисло. Кисло-острый, я не знаю, как правильно сказать. Мне явно не хватает кислоты, поэтому я добавлю еще гранатового соуса. То есть здесь добавляем, убираем и думаем. И мне не хватает сладости, добавлю немного меда. Можно взять силан, можно взять сахарный песок. То есть все, что угодно. Так, ну давай, мой родной. То есть, представляете, вот так не хватает и сладости, и кислоты. То есть пробуйте, изучайте вкус, это очень важно. Все лучше, но кислоты мне все равно не хватает, поэтому возьму немного сока лимона. Выдавлю сюда лимонный сок.
Лимоны у меня есть в доме всегда. Если у вас нет, то наверняка у вас есть лимонная кислота. Так, ну что? Вот теперь мне хорошо. Я чувствую и гранат, и паприку, и остроту, и кислоту, и даже сладость. Вот такой не очень презентабельный, но очень вкусный после приготовления соус у нас получился. Ну и вот смотрите, часть этого соуса я сразу же вылью на дно сотейника, в котором буду готовить. Где-то половину, наверное. Я выложу на дно, то есть распределю по дну. Кастрюлю, сковороду берите не глубокую, но широкую, так, чтобы наш бацалим поместился примерно в один ряд. Потому что блюдо такое очень и очень нарядное, и мы его не тушим в большом количестве жидкости, поэтому много слоев лучше не накладывать. Ну, даже если будет у вас там 1,5 слоя, ничего страшного. Ну и часть соуса, как вы понимаете, я оставила для того, чтобы залить это все сверху. Ждем, когда остынет лук. Ну что ж, мои дорогие, лук остыл. Я могу его теперь уже разворачивать аккуратно. В любом случае остывает очень долго. Он уже не горячий, но так, чувствительно. И что нам нужно сделать, это разобрать его по одежкам. Помните это? 100 одежек и все без застежек. Вот примерно из этой серии. Каждый из этих одежек станет голубцом. Берем лучок, фарш и аккуратненько заворачиваем. Посмотрите, какая прелесть. Так делаем с каждым. И, конечно же, хочу обратить ваше внимание, что делается это гораздо быстрее и проще, чем заворачивать те же самые голубцы. А кроме того, гораздо меньше отходов. В капусте, знаете, разобрали, потом остаются маленькие листики, какие-то порвались, еще что-то. Здесь практически безотходное производство. Сейчас я нафарширую весь лук и будем укладывать его уже для обработки, для тушения. Вот такие красавчики у меня получились. И теперь все их отправим в кастрюлю. Выкладываем рядком, причем проворачивая в момент укладывания, тогда они полностью будут в соусе. Вливаем все нашим соусом. В мисочку добавляю воды и заливаю лук. И я люблю сверху добавить все-таки еще гранатового соуса. Его тут много не бывает. Все, друзья мои, ставим на газ. Не на очень большую мощность, не на очень большой огонь. Доводим до кипения, накрываем крышкой и тушим примерно 40 минут. Ну, в общем-то, как самые обычные банальные голубцы. Дальше все то же самое. Вы спросите у меня, что делать с оставшимся фаршем. Опции две. Еще нагреть несколько луковиц и использовать этот фарш. Либо взять пакетик из Икеи. Помните, в одном из роликов народ почему-то очень, так скажем, возбудился на тему пакетика из Икеи. Переложить туда фарш. Распределить этот фарш тонко, максимально тонко по пакету. Заодно таким образом выпустив лишний воздух. На самом деле это очень удобно. Закрываем и замораживаем. Только не забудьте правильно замораживать продукты или полуфабрикаты. Это сначала охладить их в холодильнике, а потом уже убрать в морозилку. И вот посмотрите, мои красавчики уже закипают. Я могу накрыть их крышкой и уменьшить газ до минимума. Периодически буду подходить и смотреть, чтобы ничего не пригорело. И вот мои бацилим уже протушились. Видите, они активно кипят даже на маленьком огне. Но много воды, поэтому я оставлю их еще минут на 15 без крышки. Соус должен выпариться.
Итак, мои бацилим готовы. Вот, посмотрите. Видите, соус, конечно, есть, но он стал очень-очень густым. Будем пробовать. Я выложу себе на тарелочку, покажу вам, как это выглядит на разрезе. И, в общем-то, мой ужин сегодня уже готов. Как ваш, пока не знаю. Давайте посмотрим, как это выглядит на разрезе. А выглядеть это должно очень и очень неплохо. Лук остается такой немного хрустящий. Он совсем не вареный. Это другая история. Ну вот посмотрите на разрезе. Фарш, рис. Все как в голубцах, но только в луке. Вот мои бацилим. И сейчас я их буду пробовать. Фарш готов. Рис готов. Лук, естественно, готов. Пикантно. Немножко остро. Немного сладко. Если честно, я даже не могу толком описать вкус этого блюда. Но попробовать его однажды стоит. Готовьте. Готовьте с удовольствием. Кормите себя, родных, друзей, близких. Пусть в вашем доме всегда будет хорошее, вкусное настроение. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.